Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Сложно сохранять образ горячего мужчины и не поплыть, когда на тебя смотрит такая милая моська. Девятое место. Когда Тэхён делает комплимент кому-то, кто не Чонгук. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Вигу спалились» для личного архива Чонгука. Почему Вигу обрезали видео на самом интересном месте? Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Он не просто смотрит на микрофон. Седьмое место. Это слишком хорошо, чтобы прерываться надолго. Шестое место. Поведение пары. Гордость Тэхёна за малыша светится в каждом движении, как будто весь мир должен знать, какой у него невероятный малыш. И мы знаем, мы видим. Как же мне нравится этот момент. Пятое место. Если один сделает, то второй тут же повторит за ним. Четвертое место. Тот самый момент, когда Тэхён попросил у Чонгука вернуть его очки.
Третье место. Новости. Тэхён поделился книгой «Восприятие повседневности». О маленьких чудесах, которые привели меня сюда, автора Ким Ины, и отметил ее аккаунт. Ким Ина – одна из самых известных и успешных южнокорейских поэтесс-песенниц. В 2022 году Тэхён в компании своего друга Пак Хёшина был специальным гостем на ее радиошоу Starry Night. Это видео вызывает одержимость. Тэхён стал глобальным амбассадором Chemical, ведущего корейского бренда соджу, который запустил свою первую глобальную кампанию под названием V «Мой любимый Chemical». Основанный в 1924 году, Chemical – ведущий корейский бренд соджу, известный во всем мире как популярный алкогольный напиток. Цель этой кампании – сделать ценность бренда Chemical более доступной для потребителей по всему миру и подарить им моменты наслаждения Chemical в повседневной жизни. Начиная с выпуска основного рекламного видеоролика 23 июля, будет последовательно запущен ряд маркетинговых мероприятий для взаимодействия с потребителями по всему миру, включая цифровой контент, мероприятия с участием потребителей и офлайн-акции. Основной рекламный ролик, который выйдет 23 июля, демонстрирует невероятную харизму и юмористическое обаяние Ви с помощью изысканных визуальных образов. В этой рекламе Chemical передает свой молодежный и утонченный имидж бренда и его посыл о том, что это бренд, который объединяет людей и делает время, проведенное вместе, особенным. Основной рекламный ролик начинается с неловкого момента, когда Ви, приглашенный на вечеринку, по ошибке выбирает место проведения. В итоге история разворачивается неожиданным образом. Все гости обеих вечеринок пьют соджу вместе с Ви. Видеоролик включает в себя элементы, символизирующие направление глобальной экспансии бренда Chemical. Комната 306, которую посещает Ви, представляет 3 обычных сорта соджу и 6 сортов ароматизированного соджу, продаваемых в настоящее время на мировом рынке. Комната 307 символически представляет план расширения линейки ароматизированного соджу до более чем 7 сортов в будущем. Бренд продолжит разрабатывать продукты, отражающие разнообразные предпочтения потребителей по всему миру, и укреплять свою конкурентоспособность. Хван Чон Хо, старший управляющий директор подразделения зарубежных продаж компании Hyde Jinra Co. Limited, прокомментировал: «Эта компания «Мой любимый Chemical» совместно с глобальным амбассадором Ви является нашей первой глобальной компанией, призванной сделать бренд Chemical более узнаваемым для потребителей во всем мире. Мы продолжим расширять наше влияние на зарубежном рынке алкогольных напитков, расширять контакты с потребителями по всему миру и еще больше укреплять свою конкурентоспособность как ведущий мировой бренд соджу». Такая горячая пара. Чангук официально стал первым человеком в истории Instagram, набравшим более 1 миллиона репостов сразу на 7 своих публикациях. Этим достижением он укрепил свой статус абсолютного короля социальных сетей, обойдя по количеству таких вирусных постов легенд мирового футбола Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Чангук в режиме круглика, когда он в компании других участников. Тэхён для Coca-Cola Тайвань в Instagram. Солнце на улице такое сильное, что люди готовы расплавиться. Кондиционер не спасает от душной жары? Не сомневайтесь. Самое ледяное и освежающее наслаждение этим летом – это, безусловно, баночка Coca-Cola. Пейте Coca-Cola вместе с амбассадором бренда V, чтобы избавиться от летнего зноя. Когда вы самые очаровательные кокетки? Одежда, которую BTS носили в финале чемпионата мира по футболу, будет выставлена на аукцион. Всего представлено 7 предметов, включая куртки, рубашки и бутсы, которые 7 участников группы надевали во время финального выступления в перерыве матча. Начальная ставка за каждый предмет составляет $100, приблизительно 150 тысяч вон. Участвовать может любой желающий из любой точки мира. Аукционный дом Christie's объявил 22 числа о проведении онлайн-благотворительного аукциона под названием One Goal на своем до 29 числа. Это памятный аукцион, посвященный чемпионату мира по футболу 2026 года, проводимый в партнерстве с Global Citizen, международной организацией по борьбе с бедностью. Все вырученные средства пойдут в образовательный фонд FIFA Global Citizen, который поддерживает образование и участие в спорте детей из малообеспеченных районов. Его способность к перевоплощению поражает. Они не говорят прямо, но и не скрывают. Те, кто имеет хоть пару извилин, все видят и понимают. Какой шикарный! Шарф V с выступления на финале чемпионата мира по футболу выставлен на аукцион. На благотворительном аукционе Christie's One Goal представлен шарф, который V носил во время исторического выступления BTS на шоу в перерыве финала чемпионата мира. Вместе с ним на торги также выставлены сценические вещи других участников группы.
Стартовая ставка составляет всего $100, а принять участие могут желающие со всего мира до 29 июля. Все вырученные средства будут направлены в FIFA Global Citizen Education Fund, фонд, поддерживающий образование детей и развитие спорта по всему миру. В случайных съемках всегда рядом. Хью Эванс в Твиттере. Благодаря финальному шоу в перерыве чемпионата мира по футболу 400 тысяч детей, что эквивалентно 5 стадионам, заполненным детьми, теперь получат доступ к образованию. Величайшие артисты мира собрались вместе с этой целью. Мадонна, Шакира с Burna Boy, BTS, Джастин Бибер, Coldplay, Густаво Дудамель, The Ghetto Kids, хор PS-22, даже мопеды и актеры улицы Сезам. Все они пожертвовали своим временем. Спасибо CNN за то, что пригласили меня поделиться этим. «Вы любите его только за внешность», — говорят они. За что на самом деле мы любим его? Песня Суим 17 недель стабильного успеха в Billboard Hot 100. Альбом Ari Rank продолжает удерживать устойчивую популярность в основных чартах американского Billboard. Согласно последним чартам, опубликованным 21 июля американским музыкальным изданием Billboard, пятый полноформатный альбом Ari Rank занял 26 место в главном альбомном чарте Billboard 200. Заглавный трек «Суим» расположился на 100-й строчке главного песенного чарта Hot 100. Это достижение равносильно рекорду, установленному ранее совместной работой BTS и Coldplay My Universe, которая также продержалась в чарте 17 недель. Учитывая, что Суим идет вровень с главными хитами группы, будет интересно наблюдать, насколько далеко продолжится его восходящая динамика. Суим уже 7 недель подряд удерживает второе место в чарте Global и находится в топ-5 уже 17 недель. В выпуске от 6 июня трек в 8-й раз за историю возглавил этот чарт, установив новый рекорд по количеству первых мест среди песен, выпущенных в 2026 году. Это достижение равносильно рекорду, установленному мегахитом Dynamite, который дольше всех в истории группы удерживал первое место. Да-да, его мы тоже любим только за внешность, как же. Президент Франции Эммануэль Макрон в TikTok. Феномен BTS доказывает, что искренность и личный магнетизм преодолевают границы. Группа объединяет миллионы людей, напоминая миру, что за кулисами политики всегда остаются живые эмоции и под строгими костюмами президентов бьются живые сердца.
Тэхён, мы тебя теряем, но не переживай. Тут у половины фандома точно такая же реакция на Чангука. Ты держись, а мы пока за двоих будем дышать и моргать. История о том, почему не стоит злить самую организованную фан-базу в мире – армию. Пьетро Бертолацци решила добавить ксенофобии и гомофобии в финал чемпионата мира, выбрав мишенью группу BTS. Фанаты мгновенно включили режим кибердетективов и развернули масштабную операцию «Возмездие». Фанаты не просто нашли ее личные данные, они зарегистрировали Пьетру в качестве члена избирательной комиссии во всех штатах США сразу. Осознав, что теперь она работает на благо американской демократии против своей воли, Бертолацци объявила о срочном уходе в цифровой детокс. Мораль проста: кей-поп фанаты найдут тебя быстрее, чем ФБР, и заставят отрабатывать грехи на госслужбе. Естественный, милый и любимый Чангук. Да любой бы растерялся только при виде такого количества посуды и приборов. Он же совершенно спокойно дегустирует новое для себя, поддерживает беседу и совершенствуется в английском языке. Магия влияния. Равновеликий масштаб. Шрифт имени Чангук на этикетках и ярлыках стоит в одном ряду с мировыми логотипами, подтверждая уникальный культурный вес артиста. Дизайнерский прорыв. Коллаборации вроде знаковой линии CKGK доказывают, что его видение формирует глобальные тренды, а не просто рекламирует их. Эксклюзивный статус. Индивидуальные кастомные вещи с именными бирками от элитных брендов возводит Чангука в ранг полновластной иконы стиля. Всегда оборачивается, когда его любимый позади. Шоу начало свою трансляцию. Вышел выпуск Very British and Korean Day Out с Джином, Юнги, Хасоком, Чимином, Ви, Чангуком на YouTube-канале Capital FM. Реакция BTS на британскую еду и откровение о новом альбоме Ari Rank вертикальный слэш Very British Day Out. BTS и Джордан Норт устраивают очень британское чаепитие в Кенсингтонском дворце. Участники откровенно рассказывают о своем воссоединении после службы в армии, раскрывают секреты камбэк-альбома Ari Rank и делятся эксклюзивными закулисными подробностями со съемок клипа Normal. Хасок учит ведущего радиостанции Capital Джордана Норта всемирно известным танцевальным движением из трека Swim, пока участники группы вспоминают службу в южнокорейской армии и объясняют, почему они считают друг друга настоящими братьями. Смотрите, как мировые иконы кей-поп учат британский сленг, оставляют личное послание для своих поклонников из Великобритании и даже пробуют одно из самых любимых британских лакомств – знаменитый торт «Гусеница Колин». Клянусь, я до сих пор в шоке.
Бей по мячу. Чангук полностью затмил всех в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу, войдя в историю как первый и единственный, кому это удалось 2 раза подряд. Чангук вошел в историю, полностью доминируя в перерыве финального шоу чемпионата мира по футболу. 20 июля по корейскому времени Чангук вышел на сцену в перерыве финального шоу чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Это было его 2-е подряд выступление на мероприятии чемпионата мира по футболу FIFA. После исполнения официального саундтрека на церемонии открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре он стал первым и единственным мужчиной и азиатским артистом в истории, который выступал более 2 раз на различных сценах чемпионатов мира по футболу FIFA. BTS появились на центральной сцене стадиона для этого финального шоу в перерыве, которое было впервые представлено в истории чемпионата мира 1996 года и исполнили свой мировой хит Dynamite. Выступление было подготовлено Крисом Мартином из всемирно известной группы Coldplay, и Чангук изменил оригинальные слова песни с Kick the Drum на Kick the Ball, чтобы соответствовать финальной сцене. Когда дело касается тебя, все остальное перестает иметь значение. Тэхён привлек внимание, последовательно взаимодействуя с Джастином Бибером, Дэвидом Бекхэмом и Томом Крузом на финале чемпионата мира по футболу CONCACAF 2026 года. 19 числа BTS выступили в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной, проходившего на стадионе Нью-Йорк, Нью-Джерси, в Истратерфорде, штат Нью-Джерси. BTS исполнили свой хит Dynamite в первом в истории шоу в перерыве финального матча чемпионата мира. Ви наполнил сцену текстом, адаптированным к атмосфере чемпионата мира, мощным вокалом и впечатляющим выступлением. Его красный костюм и выразительная мимика также привлекли внимание публики. Еще больше интерес возник после окончания выступления. Джастин Бибер, вышедший на сцену после BTS, после своего выступления дал 5 Ви среди многочисленных выступающих. Они тут же обнялись, выразив свою радость по поводу воссоединения. Джастин Бибер что-то прошептал Ви, и они некоторое время стояли рядом, продолжая разговор. Запечатленная в интимной атмосфере, выходящей за рамки короткого приветствия, фотография подогрела любопытство фанатов. Интерес к Ви сохранялся даже в VIP-зоне. Увидев Ви, футболист Дэвид Бекхэм, естественно, обнял его за плечо и завязал разговор. Бекхэм ранее выразил свое восхищение, поставив лайк под видео, которое Ви опубликовал во время своего посещения недели моды в Париже в июне прошлого года. Второе место. Это так интимно. Мне нужна святая вода после этого видео. Их собственный мир.
первое место. То есть, я правильно понимаю, что у Чонгука была четкая цель. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.